Здравствуйте! В своих видео я неоднократно касался методики перехвата и отвечал на всевозможные вопросы этой тематики. Пришло время поставить точку в главном вопросе, который уже долгие годы является предметом непрекращающихся споров в мире кинологии. Что же все-таки правильнее для защитной собаки? Постановка хватки в одно место или обучение навыку перехват? Посмотрев внимательно это видео, этот вопрос будет для вас закрыт навсегда. Итак, представьте, если бы борцы знали только лишь как схватить соперника и удерживать его, уцепившись за руки, и не владели бы больше никакими приемами. Какой была бы схватка? Мы бы смотрели только лишь нелепые действия двух атлетов с бессмысленными удержаниями и толкотней. Не было бы ни удушающих приемов, ни болевых в разном исполнении, а как следствие не было бы логического завершения схватки в виде капитуляции соперника или его сокрушительного поражения. Разнообразие действий в борьбе между людьми продиктовано сменой захвата, и это дает возможность проводить различные приемы. И если человек выполняет технические элементы с помощью своих рук, то собака такую же работу делает своими зубами. Вот и вся разница. Умение делать перемену места хватки является базовым и при этом единственным инструментом, благодаря которому собака может вести борьбу с противником. Другого инструмента у собаки просто нет. Сейчас на экране вы видите, как собака, проведя захват ноги, подтягивает соперника к себе и тут же, используя момент, перехватывает в руку. А сейчас она выполняет другой прием, меняет позицию и уходит в безопасную зону. А на этих кадрах собака выходит из неудобного положения и продолжает борьбу, меняя место хватки. И примеров, подчеркивающих необходимость перехвата, можно привести очень много. Поэтому целесообразность методики перехват предельно понятна и профессионалами, занимающимися боевой подготовкой, принимается по умолчанию и сомнению не подлежит. И если кинолог отрицает методику перехват в боевой подготовке, значит у него просто недостаточно опыта и знаний, чтобы это осознать. Основная причина всех споров связана с отсутствием понимания, для чего предназначена постановка хватки в одно место. Давайте разберемся, откуда взялось понимание того, что собака должна держать хватку в одном месте и не прекращать ее даже при давлении с использованием противником ударов и прочих физических воздействий. В страны бывшего СССР это понятие перекочевало из современной европейской кинологии, а именно из тех нормативов, которые являются наиболее популярными в наши дни. И вот здесь и таится вся суть, породившая разногласия, которых на самом деле вообще не должно быть. Думаю, каждый, кто вникал в суть таких нормативов, как IGP, программ под эгидой КНПВ и им подобных, знает, что все они прежде всего являются зоотехническими мероприятиями для племенного отбора. При этом в оценке качества собак, работающих в разделе «Защита», большое внимание уделяется тому, как ведут себя собаки, когда проявляют хватку. Эксперты-кинологи в таком поведении видят малейшие изменения в характере собаки, ее боевом настрое и прочих нюансов. Именно поэтому методики рингов направлены на то, чтобы собаке привить умение держать хватку в одном месте и не реагировать ни на какие действия фигурантов. И я, как заводчик немецких овчарок, поступаю аналогично. Для определения качества племенных собак я им прививаю устойчивое умение держать хватку в одном месте, неважно в руку или ногу. При этом для таких целей вполне подходит спортивный рукав или костюм. А далее этот навык используется для всевозможных проверок. Тут и умение держать удар, и длительность проявления хватки, и ряд других поведенческих реакций. И вот этот принцип и лежит в основе всех ныне действующих нормативов, так как все они несут в себе цель отбора собак для племенной работы. А вот уже чтобы эти нормативы были привлекательными для зрителей и несли в себе функцию популяризации, их разбавили красочными элементами и различными навыками, которые в свою очередь дают возможность кинологам посоревноваться в искусстве дрессировки. Понимаете, в чем суть? Все спекуляции на тему, что лучше хватка в одном месте или перехват, вызваны тем, что тесты племенного допуска смешали с искусством дрессировки. И этим грешит каждый ныне действующий норматив. И от этого все споры, которые полностью противоречат самой сути кинологии. Потому что в таком случае
сравниваются несопоставимые понятия. Хватка с непрекращающимся удержанием в одном месте – это инструмент для проверки врожденных качеств собаки, а перемена места хватки – это фундаментальный навык, позволяющий вести грамотный и искусный бой с противником до полного его уничтожения, поэтому сравнивать их некорректно, у каждого свои цели и задачи. При этом в боевой подготовке удержание в одном месте не исключается, оно используется в хватке по месту, когда собака добралась до конечной цели поединка, где она и более эффективна и находится в максимально безопасной позиции. Суть заключается в том, что удержание хватки в одном месте – это фундамент, а все остальные технические элементы потом на него наслаиваются. Но ограничиваться хваткой в одном месте без перехвата боевая подготовка не может. Да и как можно назвать боевую подготовку полноценной, если весь труд кинолога аннулируется намотанной на руку тряпкой, которую можно подставить собаке для укуса и делать с ней все, что хочешь? Многие из вас скажут, что в наше время кинологи армии и полиции ставят хватку собак в одно место. Да, это так, но на это есть свои причины. Необходимо понимать, что за последние 50 лет стратегия использования собак в армии и полиции в корне изменилась. Это связано с меняющимися устоями общества и технологическим прогрессом. Современные нормы предусматривают то, что собака, которую пустили на задержание полицейские, должна сковать человека и удерживать его до подхода проводника. У собаки не стоит задача вести длительный бой, вывести человека из строя и одержать над ним победу. Все это осталось в служебном собаководстве прошлых поколений, когда собаки несли самостоятельную службу по охране специальных объектов, или в военное время, когда их натаскивали для полного уничтожения врага. Последние десятилетия в разных странах постоянно поднимается вопрос, как сделать работу собак армии и полиции эффективной и при этом максимально безопасной для человека, который зачастую во время задержания является всего лишь подозреваемым. Его вину еще должен доказать суд. И многочисленные прецеденты вынудили кинологические службы перейти на максимально лояльное использование собак. В интернете вы можете найти работы исследователей, которые глубоко вникали в этот вопрос. Все они подчеркивают суть концепции применения собак в армии и полиции нашего времени, где выделяются две манеры работы собаки при задержании человека. Первая называется «лай и держи», а вторая «кусай и держи». В первом случае задача собаки обнаружить и удержать противника при помощи лая и демонстрации решительного настроя, а в случае провокации собака может проявить хватку. Поэтому уже много лет мы видим в полицейских нормативах использование такого навыка. Да и спортивные ринги также включают в свою соревновательную программу этот элемент. В случае с манерой работы «кусай и держи» также все предельно ясно. В данном варианте собака должна стремительно подбежать к противнику, произвести хватку и удерживать его до прихода проводника. При этом кратковременная хватка в одно место обеспечит минимальный ущерб здоровью человека. Теперь вы понимаете, почему в наше время существует такая взаимосвязь кинологии армии и полиции со спортивными нормативами. Кроме всего прочего, эта взаимосвязь предусматривает и племенное разведение собак определенного типа. Но не стоит думать, что эта концепция появилась ввиду того, что служебное собаководство шагнуло вперед. Совсем нет. Все дело в смене стратегического курса кинологии армии и полиции, и от этого переход на соответствующие принципы в подготовке собак. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго, до новых встреч!